62 года. Недавно сдала некоторые анализы крови. Результаты такие: мочевая кислота высокая, глюкоза высокая. Также у меня дискинезия желчного протока, рефлюкс желчи. Нередко дает о себе знать поджелудочная железа. Это естественно. Не понимаю, в каком порядке все это лечить. Что сначала лечить, а что оставить на потом. Пожалуйста, посоветуйте. Так хочется, чтобы загаданное на Новый год желание серьезно заняться своим здоровьем сбылось. Ну, раз вы уже задумываетесь об этом, это говорит о том, что вы уже находитесь на правильном пути. С чего необходимо начинать? Когда у человека высокая глюкоза, когда у человека есть проблема желчного пузыря, то это говорит о том, что есть еще и ожирение. И с чего необходимо начинать? Первое. Почему происходит накопление и почему происходит дискинезия желчного протока и почему происходит накопление желчи в желчном пузыре? Это обычно происходит с повышением кислотности в желудке и появлением такого заболевания, как гастроэнтерологическая рефлюксная болезнь. И это необходимо лечить путем ощелачивания или путем увеличения щелочного питья. То есть я рекомендую использовать, может быть, в небольшом количестве там, соды с водой теплой, или использование препаратов, которые бы повлияли на желудочную помпу для того, чтобы гастроэнтериального рефлюкса не было. Амипрозол, допустим, по одной таблетке 2 раза в день. Денол, 1 таблетка 2 раза в день. Моих препаратов это железняк, 1 столовая ложка на стакан воды. Очень рекомендую начать с использования льняного семени. 1 столовая ложка порошка льняного семени. Кстати, порошок льняного семени можно приобрести на моем сайте aduyko.com. Там он очищен, перемолот и готов к употреблению. Заваривать его необходимо следующим образом: 1 столовая ложка на 1 стакан кипятка. После остывания использовать его в виде киселя вот такого 1-2 раза в день. Можно 2 стакана в день съедать. Это заметно улучшает общее состояние, прямо заметно улучшает. Второе. Таким образом будет происходить уменьшение кислотности желудка самого. Второе. Начать принимать горечи. Начать принимать горечи необходимо так. Принимайте препарат, любые горечи, которые найдете в аптеке, или же я рекомендую использовать горечи, которые изготовлены на моем предприятии. Это Амарум Дуйко или горечи Амарум Дуйко. Принимать их необходимо столовая ложка на 1 стакан воды после каждого приема пищи. Второе. Сократить прием пищи до 2 раз в день. Третье. Перейти на контроль употребления глюкозы, то есть уменьшить употребление глюкозы максимально. Начать кушать каши. Эти каши должны состоять из риса и гречи. То есть напополам варите рис отдельно и гречу, смешиваете между собой в равных пропорциях. И каждый день перед приемом пищи начинаете съедать не менее 25-100 граммов такой каши. В момент употребления такой каши вы будете худеть, мягко будет организм усиливать перистальтику, улучшать общее состояние ваше и так далее. Для уменьшения глюкозы в крови я рекомендую использовать мой спрей, который называется гликоцитрохромин спрей. Как только вы провели исследование глюкозы в крови и видите ее высокую, вы должны знать, что 1 пшик в ротовую полость такого спрея снизит уровень глюкозы на 2 единицы. То есть у вас 8, а у вас 6,75, а норма 5,5, 5,4. То есть вам необходимо 1 или 2 пшика. То есть на протяжении дня 2-3 раза пшикайте себе в ротовую полость препарат гликоцитрохромин спрей. Используйте препарат глюконорм. Возможно, вам врач назначил препараты для снижения глюкозы. В случае, если нет, я рекомендую использовать препарат метформин. Принимайте его 500 миллиграммов по 1 таблетке после каждого приема пищи, ну, желательно 2 раза в день. Ну и это заметно улучшит ваше общее